С высоты птичьего полета Шотландия выглядит довольно любопытно и необычно. Почти идеально прямая линия проходит через всю страну от берега до берега, создавая уникальный географический контур. Возможно, вы никогда этого не замечали, но этот гигантский след существует уже сотни миллионов лет, и его происхождение связано с древними геологическими процессами. И вдоль его пути находится одна из величайших загадок Земли — чудовище Лох-Несс, которое стало настоящим символом этого региона. Встречайте Великий Гленский разлом. Как и множество других крупных разломов по всему миру, он образовался в результате движения тектонических плит Земли. Так что давайте вернемся назад во времени примерно на 430 миллионов лет. В то время происходила грандиозная геологическая драма, известная как Кальедонский орогенез. Ороген — это просто научный термин, обозначающий, как формируются горы. Этот процесс включает в себя сложные взаимодействия между тектоническими плитами и геологическими силами. За миллионы лет эта область имела совершенно иную форму. Существовали 3 древних континента, названные Лаврентия, Балтика и Авалония. Эти континенты можно представить себе как огромные куски пазла, медленно дрейфующие по поверхности Земли, принимая в этом процессе разные позиции. Они находились в постоянном движении, и на протяжении миллионов лет эти огромные участки Земли плавали и в конечном итоге столкнулись друг с другом. Когда они столкнулись, края континентов смялись и сложились, как если бы вы сжимали кусок бумаги с обеих сторон. Но некоторые ученые считают, что континенты не просто провалились друг в друга. Вместо этого они начали скользить вбок мимо друг друга, проявляя удивительное поведение. Представьте себе, как вы прижимаете кончики пальцев друг к другу и трете руки вперед-назад. Это боковое движение ученые называют разломом сдвига. Таким образом, блоки Земли двигаются в стороны, а не вверх и вниз. Постепенно Земля с каждой стороны разлома продолжала смещаться, смещаясь на несколько миль в геологическом масштабе времени, что происходило несравненно медленнее, чем мы можем представить. Следующий важный этап произошел в позднем меловом периоде до раннего третичного, около 66 миллионов лет назад, когда регион снова сдвинулся. На этот раз ученые считают, что смещение Земли составило около 64 миль. Именно в этот период произошли изменения, которые в конечном итоге привели к формированию множества естественных водоемов и ландшафтов современного Шотландии. Затем пришли ледниковые эпохи, когда огромные массы льда начали свое движение по поверхности и изменили структуру местности. Реки и ледники нашли этот гигантский разлом в земле и выдолбили его еще больше, делая его глубже и шире. Это привело к образованию озер, которые мы видим сегодня. Озера вырезали, углубили и расширили пространство, следуя по пути разлома, создавая удивительные природные ландшафты. В конечном итоге сбросьте все это в геологический блендер. И вот он, Великий Гленский разлом во всей своей величественной славе сегодня. Да, все эти движения Земли не просто являются незначительными колебаниями, они формируют пейзаж, меняя очертания гор и глубоких долин, которые формируют высокогорья, как мы их видим сейчас. Это результат длительных геологических процессов, которые продолжают оказывать влияние на эту прекрасную страну. Интересно, что история Великого Гленского разлома не заканчивается в Шотландии. Этот след в земной коре на самом деле имеет секретного близнеца по ту сторону океана. Разлом, вероятно, продолжается с другой стороны Северной Атлантики в Северной Америке. Но там он больше не является одним непрерывным разломом. Около 200 миллионов лет назад Земля решила встряхнуть ситуацию, создав огненный хребет. Срединноатлантический хребет. Этот процесс добавляет еще больше динамики в общую картину, так как именно он раздвигал континенты
и разорвал первичный разлом. Так, теперь североамериканская сторона Великого Гленского разлома проявляется в том, что сейчас называется разломом Кат, также известным как Длинный хребетный разлом. Он проходит вдоль северо-западного Ньюфаундленда в Канаде и даже вытягивается в залив Святого Лаврентия. Этот район также богат своей уникальной географией, и многие исследователи продолжают изучать его особенности. Тем временем, вернувшись в Шотландию, разлом идеально совпадает с Великим Гленом, долиной длиной около 62 миль, простирающейся от Инвернесса на северо-востоке до форта Уильяма. Эта долина поражает своей природной красотой и разнообразием ландшафтов. И она полна великолепных озер. Одно из крупнейших и самых известных из этих озер — это Лох-Несс. Да, я говорю о Лох-Несс, том загадочном водоеме, который, как говорят, является домом для чудовища Лох-Несс, о котором ходят слухи. Вы знаете той легендарной сущности с длинной шеей, которая иногда выглядывает из воды и заставляет дрожать всех, кому повезло увидеть ее. По крайней мере, так говорят люди. Но несмотря на многие годы поисков этой загадочной сущности, от термальных дронов до мини-подводных лодок, никто не нашел никаких реальных доказательств существования монстра. Эта тема продолжает оставаться актуальной и привлекает внимание туристов со всего света. Кроме того, один интересный факт заключается в том, что чудовище Лох-Несс может быть напрямую связано с Великим Гленским разломом. Некоторые геологи думают, что множество наблюдений за Несси на самом деле могут быть просто большими пузырями, которые поднимаются с дна, и, вероятно, они были вызваны самим разломом. Дело в том, что все движения в этом регионе не ограничиваются миллионами лет назад. За последние 150 лет в высокогорьях время от времени происходили умеренные землетрясения, что также свидетельствует о геологической активности этого района. Когда линии разлома смещаются даже немного, они могут высвобождать газовые карманы, застрявшие под землей, которые могут вызвать заметные изменения на поверхности. Затем поднимающиеся газовые пузыри могут беспокоить поверхность озера, создавая рябь, волны или внезапные всплески движения по воде. И именно это может выглядеть для кого-то, стоящего на берегу, как гигантское существо, плавающее прямо под поверхностью, что и создает атмосферу загадки вокруг Лох-Несс. Но на самом деле это может быть просто движение Земли, сдвигающееся на долю дюйма вдоль этого древнего разлома. Или, как я люблю это выражать, озеро пукнуло, что, возможно, и стало основной причиной многих наблюдений за Несси, которые можно объяснить вполне научными причинами. Большой вопрос: движется ли этот регион все еще? То есть, растет ли эта большая геологическая карта в наши дни? Все это поднимает важный вопрос о том, что наука все еще не имеет однозначных ответов. Ученые не все согласны. Некоторые исследователи считают, что Великий Гленский разлом все еще активен сегодня. Они считают его реактивируемым разломом сдвига, что означает, что в этом регионе может быть какое-то движение, происходящее глубоко в недрах Земли. Скалы с каждой стороны разлома, возможно, все еще испытывают напряжение и сдвигаются мимо друг друга. И для этого существует наблюдение за тем, как иногда происходят небольшие сдвиги и толчки. На самом деле, за последние 150 лет было зафиксировано несколько умеренных толчков, обычно с магнитудами около 3 или 4, что создает дополнительные вопросы о стабильности разлома. Но не все ученые в этом уверены. Другие исследователи указывают на то, что нет твердых доказательств значительной современной активности вдоль основного разлома. Сейсмическая активность за последние несколько веков не была достаточно сильной, чтобы доказать, что разлом серьезно на движении. Например, возьмите землетрясение в Инвернессе, которое произошло в 1901 году. Это событие до сих пор считается одним из самых сильных, когда-либо произошедших в Шотландии, и его ощущали люди по всей стране. Это тоже оставило широкий след в памяти местных жителей,
повреждая несколько зданий и создавая волны волнения на целой территории. Ситуация была настолько серьезной, что создала ощущение «О боже, этот разлом определенно растет». Однако исследователи не настолько уверены в этом. Некоторые считают, что это, вероятно, произошло на вторичном разломе, связанном с Великим Гленом, но не непосредственно на самом главном разломе. Итак, еще раз. Трудно сказать точно, движется ли Великий Гленский разлом сегодня. Несмотря на все разные исследования и дебаты на протяжении многих лет, есть только несколько выводов о этом громадном разломе, с которыми все согласны. Это делает эту тему еще более увлекательной для изучения и обсуждения. Разлом необычно прямой. Он очень древний и лишь немного разновидный, и чрезвычайно глубокий по любым стандартам. Но это не единственный интересный факт о территории Шотландии. И это лишь одна грань, которую мы можем изучать. Давайте переместимся на острова, которые находятся у северо-западного побережья материка, на остров Скай. Это место когда-то было домом для многообразной флоры и фауны, включая множество различных динозавров в среднеюрский период. Дело в том, что находить ископаемые динозавров из этого периода крайне затруднительно, но тем не менее остров Скай является исключением. Исследователи обнаружили, что примерно 167 миллионов лет назад несколько миллионов динозавры бродили по грязным берегам теплой лагуны, активно ведя свою жизнь в этом древнем экосистеме. Собираясь вокруг этого древнего источника воды, эти существа оставили после себя слои перекрывающихся следов, которые теперь дают ученым уникальный взгляд в прошлое. Специалисты впервые заметили эти следы в начале 1890-х годов. Но тогда пришли к выводу, что отпечатки были окаменевшими норами древних рыб. Однако, как показывают более современные исследования, эта инверсия не была полностью верной. В 2019 году один студент-магистрант из Эдинбургского университета посетил это место и решил, что нет, это определенно следы динозавров с 3 пальцами. Он провел множество исследований и в конечном итоге стал прав. За несколько лет полевых работ он и его коллеги обнаружили более 130 индивидуальных следов, подтверждая, что эти следы, несомненно, принадлежат динозаврам. Команда считает, что эти отпечатки были оставлены мегалозаврами, которые были крупными хищниками длиной около 20 метров, когда они находились в этом регионе. Они играли главную роль в формировании местных экосистем благодаря своим охотничьим привычкам и пищевой цепочке. Эти динозавры стали настоящими королями своих время и места. Однако на момент, когда эти следы были оставлены, эти крупные существа, вероятно, не охотились на добычу. Нет, их следы показывают, что они просто бродили, шагая в разных направлениях, вероятно, проводя время у воды и наслаждаясь окружающей природой. И это место настолько особенное, что оно дает нам редкий взгляд на то, какова была жизнь в юрском периоде, позволяя исследовать, как изменялись экосистемы на протяжении миллионов лет. Вот и все на сегодня. Так что, если вы удовлетворили свое любопытство, поставьте видео лайк и поделитесь им с друзьями. Или если хотите больше, просто нажмите на эти видео и оставайтесь с позитивом.